Привет, дорогие друзья! Делаю сегодня очень простой тортик. Ну, буквально из вот таких продуктов, которые вы видите на столе. Кефир выливаем в удобную емкость. Кефир у меня 2,5% жирности. Вот такой. Кефир из холодильника. В кефир добавляем 2 стакана сахара. Добавляем растительное масло. Все количество я, конечно же, дам на экране. Добавляем пару яиц. Здесь у меня 2 яйца. Добавляем соду. И добавляем лимонный концентрат или лимонный сок. И все это хорошо перемешиваем погруженным блендером. Перемешали так, чтобы разошелся сахар. Теперь в другую емкость высыпаем 3 стакана муки просеянной. И 3 столовые ложки какао-порошка обычного нерастворимого. И перемешиваем муку с какао. Теперь какао с мукой постепенно добавляем в кефир, в жидкое тесто и перемешиваем. Так, тесто у нас вот такое получилось. В тесто, кстати, можете добавить пакетик ванильного сахара или чистую ваниль на кончике ножа. Теперь выливаем тесто на противень, который я застелила пергаментом. Старайтесь так, чтобы тесто легло равномерно. Тесто для тортика ставим на среднюю полочку электродуховки. Вверх-вниз конвекция, 180 градусов и 40 минут готовки. Ну, естественно, до этого духовочку надо прогреть. Ну и теперь готовим крем. Шоколадка нужна для декора, а крем у меня будет из творога или творожной массы и йогурта, ванилин и 3 столовые ложки сахара. Это все. 3 столовые ложки сахара кладем в удобную емкость. Добавляем немножко ванилина, я добавляю чистого, ну вот, буквально совсем чуть-чуть. К сахару загружаем творожную массу и выливаем йогурт. Йогурт может быть любой, у меня вот персиковый. И теперь погруженным блендером доводим крем до гладкости. Вот такой крем получился. Его надо поставить сейчас в холодильник, пока готовится тесто и тесто остывает. Прошло ровно 40 минут. После 40 минут я еще в закрытой, выключенной духовке продержала тесто где-то еще минут 15. Ну и сейчас вот достала, то есть прокалываю везде шпажкой. Теста нету нигде, то есть все пропеклось чудесно. И даем тесту полностью остыть. Ну, теперь режу остывшее тесто на 3 приблизительно равные части. Вот таким образом это выглядит. И теперь можно еще и вот так, чтобы хорошо пропитался торт. Разрезала я тесто на 6 частей. В принципе, можно было и на половинку, но мне так удобнее потом, как нарезать порционно будет. И кладем вниз кусочек один
какой-нибудь, который потолще, и начинаю пропитывать кремом. Надо крема столько, чтобы пропитался весь торт. Это раз. Можно утрамбовывать, все это очень мягкое. Так, поехали дальше. Опа. Ну, вот так выглядит заготовка. Теперь сверху кладем последний коржик и смазываем этот коржик кремом. Тортик я поравняла ножиком острым. Жесткие края, которые были чуть-чуть запечены, срезала. Ну и вот. Теперь без украшения, без ничего, торт должен простоять 1-2 часа в холодильнике. Так, прошел часик где-то. Тортик слегка пропитался, но надо его украсить, чтобы все скрыть неровности и все такое прочее. Ну, я беру шоколадку и тру вот на такой мелкой терочке. Украшаем. Посыпаем шоколадкой тертой. И бока вот тут тоже я сейчас ножиком, я вот тут вот посыпаю, а ножиком сейчас все это поддену и тоже присыплю. Вот так вот поддеваете ножиком упавший шоколад. И все это смазывается шоколадом. Вот обсыпали вот так вот шоколадом. Он у нас шоколад весь прилип уже. И теперь крупный шоколад. Просто ножиком. После того, как тортик украсили шоколадом, его еще надо поставить на 1 час в какое-то холодное место. Ну, например, холодильник. Тортик мой пропитался. Сейчас я его хочу порезать на порционные куски, потому что у меня здесь на даче нет подходящего блюда. Думаю, что у вас есть, и вы сможете свой тортик выложить на блюдо целиком. А я буду резать на порционные куски. Очень хорошо тортик пропитался. Вот так вот тортик я выложила на блюдо. Блюдо оказалось маленькое, весь он не вместился. Но хочу показать ложечкой, насколько торт мягкий и пропитанный кремом. То есть он не слишком сладкий, а вот буквально тает во рту. Ну, торт пропитался, бежим за чайком и быстренько съедаем половину тортика. А на этом, пожалуй, все. Всем приятного аппетита. Пока-пока.